набираю эластичным методом 48 петель. Буду вязать резинку 1 на 1. Первую петлю снимаю, потом 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Так до конца ряда. В конце ряда 1 краевая изнаночная. Вязание поворачиваю. Вяжу второй ряд. Всего надо провязать мне 17 рядов. В 15 ряду резинки добавляю по 1 петле с 2 сторон. Краевую снимаю. Провязываю 1 петлю за переднюю стенку, не снимая ее со спицы, потом вторую за заднюю и только потом снимаю 2 петли вместе. Вяжу ряд 1 лицевая, 1 изнаночная. В конце ряда с протяжки провязываю дополнительную лицевую петлю. Повернула вязание. Вяжу следующий ряд. 1 петля изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. Так вяжу все 17 рядов. Закончила вязать резинку. Высота резинки 6 сантиметров. Всего теперь у меня 50 петель. Нить не обрезаю. Вязать мысок буду с нового клубка. Снимаю на чулочную спицу 18 петель боковой части. Ввожу в работу новую нить. Мысок вяжу на чулочных спицах. Первую петлю провязываю лицевой, потому что ввела в работу новую нить. Вторую также провязываю лицевой. Первый ряд вяжу лицевыми петлями, но в этом ряду мне надо добавить 11 петель. Дальше во всех петлях до последней краевой добавляю по 1 петле. Добавляю так. Провязываю 1 петлю за переднюю стенку, не снимая ее со спицы, потом вторую за заднюю и только потом снимаю 2 петли вместе. Последняя 14-я петля провязываю изнаночной, потому что это краевая. 18 боковых петель, которые в начале пересняла на чулочную спицу, перевожу на свободный конец круговых спиц. Это для того, чтобы уменьшить в работе количество спиц. На второй боковинке также 18 петель. Вязание поворачиваю. Второй ряд. Первую петлю снимаю.
Потом вяжу 25 петель изнаночными петлями. У меня на спице с добавленными петлями 25 петель. Последняя петля, 25-я, краевая. Провязала ее изнаночной. Буду вязать третий ряд мыска. Одна краевая, 4 изнаночных. Три изнаночных. Девять лицевых. Три изнаночные. Четыре изнаночные. Одна краевая изнаночная. Четвертый ряд мыска и все изнаночные четные ряды узора вяжутся по рисунку. Пятый ряд мыска. Он вяжется точно так же, как третий ряд. Шестой ряд мыска и все изнаночные четные ряды буду вязать по рисунку. Седьмой ряд мыска. Это пятый ряд узора. Одна краевая, 4 изнаночные. Три изнаночные. Снимаю 3 петли на вспомогательную спицу и оставляю их за работой. Одна лицевая. Потом 3 петли со вспомогательной спицы. Одна лицевая.
Снимаю одну петлю на вспомогательную спицу и оставляю ее перед работой. 3 лицевые петли. Потом одну лицевую со вспомогательной спицы. Три изнаночные. Четыре изнаночные. Одна краевая, изнаночная. Восьмой ряд, как и все изнаночные четные ряды, вяжу по рисунку. По рисунку это значит над лицевой петлей лицевая, над изнаночной изнаночная петля. Девятый и одиннадцатый ряд мыска вяжу как первый и третий. Десятый и двенадцатый ряд мыска – это четные изнаночные ряды, вяжу их по рисунку. Тринадцатый ряд вяжу как седьмой ряд мыска. Это пятый ряд узора. Одна краевая, 4 изнаночные. Три изнаночные. 3 петли снять на дополнительную спицу и оставить за работой. Одна лицевая петля. 3 лицевые петли с дополнительной спицы. Одна лицевая. Снимаю одну петлю на дополнительную спицу и оставляю перед работой. 3 лицевые петли. Одна лицевая петля с дополнительной спицы. Три изнаночные. 4 изнаночные. С этого ряда повторяю раппорт узора с 5 по 9 ряд. Все четные ряды
вяжу по рисунку. Всего необходимо связать 32 ряда мыска. 32 ряда мыска я провязала. Длина от начала вязания 17 сантиметров. Ширина 9. Высота только мыска 11 сантиметров. В 7 ряду узора первое убавление. Одну петлю снимаю, 2 петли вместе изнаночной. Потом 3 изнаночные, которые для симметрии. 3 изнаночные узора. 9 лицевых. И так далее вяжу по схеме. Две предпоследние петли, которые перед краевой, провязываю вместе изнаночной. Потом 1 петля изнаночная краевая. Убавила 2 петли. На спице 23 петли. Повернула вязание на изнаночную сторону. Краевую снимаю, далее вяжу по рисунку. Убавление в изнаночном ряду не буду делать. Последняя кромочная изнаночная петля. Повернула вязание и опять делаю убавление. Следующий изнаночный ряд без убавления. В изнаночных рядах убавлять не буду. Делаю такие убавления до тех пор, пока на спице не останется 15 петель. Провязала 10 рядов и сделала 5 убавлений. Больше убавлений делать не буду. Последний провязанный ряд изнаночный. Общая высота 20,5 сантиметров. В лицевом ряду делала убавление, в изнаночном нет. Возвращаясь к вязанию правой боковой части. Там я оставила нить. Этой нитью и буду вязать. Беру второй конец круговой спицы и вяжу лицевую сторону боковушки. Первую петлю снимаю. Потом вяжу 17 лицевых петель с правой боковой части. Последнюю 18-ю петлю не провязываю. На левую спицу поднимаю протяжку. Перевожу туда непровязанную 18-ю петлю и провязываю петлю и протяжку вместе. Надо набрать петли для вязания подъема с боковой части мыска. Набираю их с кромочных петель с помощью крючка. Обязательно с лицевой стороны. Это главное условие.
Набрала 20 петель с боковой части мыска. Первую петлю из 15 петель мыска не снимаю, а провязываю ее лицевой. Потом лицевыми вяжу 14 петель, не довязывая до конца 3 петли. Провязываю 2 петли вместе за заднюю стенку. Последнюю 15-ю также провязываю лицевой. Чулочную спицу откладываю, она больше не нужна. На мыске теперь у меня 14 петель. С другой стороны мыска точно так же набираю петли, как набирала ранее. С каждой кромочной по одной петле. На второй боковой части мыска, так же как на первой, 20 петель. В углу поднимаю протяжку, одеваю ее на левую спицу и провязываю 18-ю петлю боковины и протяжку вместе за заднюю стенку. 17 лицевых петель. Последняя петля – это краевая. Провязываю ее изнаночной. Вот что у меня получилось. Итого я набрала 90 петель. Теперь буду вязать подъем. Первый ряд подъема. Вязание повернула на изнаночную сторону. Первую петлю сняла. Вяжу боковые петли лицевыми. Набранные петли вяжу лицевыми за заднюю стенку. Всего 90 петель по периметру. Последняя петля краевая изнаночная. Провязала первый ряд. Повернула вязание на второй ряд. Первую петлю снимаю. Второй ряд и следующие ряды также вяжу лицевыми петлями, платочной вязкой. Надо провязать 7 рядов. Провязала 7 рядов подъема. С лицевой стороны 4 платочных дорожки. Последний ряд подъема изнаночный. Общая высота с резинкой 8 сантиметров. Высота подъема 2 сантиметра. Следок не должен быть высокий. Желательно, чтобы общая высота не была больше 8 сантиметров. Начинаю вязать подошву. Кромочную петлю снимаю. Провязываю 38 петель лицевыми. С кромочной это 39. Довязала до начала подошвы. Отметила маркером последнюю провязанную 39-ю петлю. Теперь вяжу 11 петель лицевыми. Это 11 петель подошвы. Но последнюю петлю, 12-ю, и первую петлю со второй боковой части провязываю вместе изнаночной петлей.
Вязание повернула на изнаночную сторону. Первую петлю сняла, нить перед работой. Потом вяжу лицевыми петлями с кромочной 11 петель. Одну петлю не довязываю. В конце ряда с изнаночной стороны последнюю и первую петлю боковушки провязываю 2 вместе лицевой петлей за заднюю стенку. Повернула вязание и вяжу лицевую сторону. Первую кромочную снимаю, нить за работой. Количество петель на подошве должно быть постоянно 12. В лицевых рядах надо провязать 2 вместе изнаночной, а в изнаночной 2 вместе лицевой. Вязание повернула и вяжу изнаночный ряд, как вязала. На вязаном полотне промежуток между петлями подошвы и боковыми петлями. Таким образом вяжу всю подошву, пока в конце с двух сторон не останется по 5 петель. Осталось на каждой стороне по 5 петель. Теперь дополнительно буду убавлять еще петли и на подошве для закругления. Первую кромочную снимаю. Далее вяжу все петли лицевые. Не довязываю до конца подошвы 3 петли. Первую и вторую недовязанные петли провязываю 2 вместе лицевой. Осталась 12-я петля подошвы. Я ее провязываю, как и раньше, при убавлении петель с боковой части. 2 вместе изнаночной, 12-ю петлю подошвы и первую петлю с боковушки. Поворачиваю вязанием. Первую петлю снимаю, нить перед работой. Потом лицевыми весь ряд, не довязывая 3 петли. Вяжу изнаночный ряд. 2 петли вместе лицевой на изнаночной стороне за заднюю стенку. Последнюю петлю подошвы провязываю вместе с боковой лицевой петлей, как вязала раньше. Таким образом, убираю петли с подошвы из боковой части. Петли на подошве убираю так, что провязываю 2 вместе лицевой на лицевой стороне за переднюю стенку, на изнаночной также 2 вместе лицевой, только за заднюю стенку. В конце каждого ряда буду недовязывать по 3 петли. Закончила лицевой ряд, и у меня осталось 4 петли. В следующем ряду провязываю 2 петли вместе лицевой за переднюю стенку. Следующие 2 петли вместе за заднюю стенку. Вязание повернула. Первую петлю снимаю, следующую провязываю лицевой. Перекидываю первую петлю через провязанную. Обрезаю кончик нити для сшивания задней части. Нить протягиваю в петлю и хорошо затягиваю. Осталось сделать только один задний шов. Последний этап создания слитков – это сделать задний шов. Шить надо очень аккуратно. Затягивать шов сильно не стоит. Вот мои слитки и готовы. Они как короткие носки. Получились симпатичные и теплые.
Подписывайтесь и поставьте лайк, пожалуйста, этому видео.